время 7 утра, а мы уже готовы. А мы уже готовы. Ну, куда Во на всех сей- смыслах этого слова. Куда на сей раз ты Ой, меня повезешь? Сейчас мы поедем довольно далеко. Ну, сколько нам? Километров 50, наверное, ехать до комплекса Бен-Мелея. Это такой потрясающий, большой, местами даже мегалитический комплекс, который находится, ну, в таком некотором отдалении от Анкора, ну, рядом со множеством анкорских каменоломен. В общем, совершенно интересное место. Но помимо Бен-Мелея мы там заедем еще в парочку Окей. суперинтересных мест. Отлично. Доисторическую пирамиду посмотрим. Так, не рассказывай, все. Ладно, все. Друзья мои, вы на Всё канале увидите. Галя из Камбоджи. Алексей, кто уже с нами не первый раз, вы уже знакомы. Кто впервые, оставайтесь, потому что будет очень интересно. Погнали? Погнали. Погнали. Так, мы кешью обнаружили. Смотрите, вот так это яблоко кешью, а это сам орешек. Они уже не ядовитые? Они же ядовитые. Нет, они ядовитые. Орешки нельзя есть, конечно. Держи. Ага. Орешки сами есть нельзя, они пригодны в пищу только после термической обработки. А вот плоды есть можно. Но вот этот незрелый, конечно, да? Сейчас Ага. давайте. Ну, вот этот мне тоже не нравится. Давайте сейчас найдем что-нибудь поинтереснее. Вон они висят. Да, их достаточно много, но они мелкие. А как я допрыгну? Черт. Я видела человека в Индии, который съел кешью ядовитый Так. и был ужаленный, как будто. Ну, то есть распухает все на самом деле очень быстро, и это опасно. Леша говорит, что если хочешь увидеть что-то интересное в Камбодже, нужно ездить по глинам. Ой, я нашел один. Поэтому поедем. Сейчас я его достану. Ну-ка. Вот он. О, слушай, он прямо аж течет. Они очень сочные, их нужно очень аккуратно есть. Вот, ну такой крохотный. Сейчас сок прям потечет. Смотри. Вон Ого. сколько тут воды. Вот это да. Вкусные, невероятно. Яблоко кешью. Ну ладно, Поехали, поехали помчали. теперь мы здесь посетим один изумительный объект археологический, один храм, который только недавно раскопали. Ну, когда? Ух В ты. прошлом году его раскопали. Да ладно, то есть Да. там никто не был еще. Не, конечно, были. Они уже там и реставрацию успели провести. Это очень быстро у них сейчас Ладно, из происходит. блогеров-то никто не был, кроме тебя. Ну, я думаю, да. Думаю, да. Наверное, никто. Все, тогда мы будем первооткрывателями. Впервые на экранах. Не, ну как, слушай, есть же один кхмерский канал, Ancient Да? Heritages называется. Они тоже, как я, ездят вот так вот по таким вот всяким мелким и неизвестным храмам. Я посматриваю, интересно. Ну, практически они ездят по тем же местам, что и я, но иногда я нахожу у них да, какие-то Ну, такие щас места, где я узнаем. не был. Ну и куда мы приехали? Этот комплекс называется Тропен-Кхчорн. Вот такой вот у него. Такой вот у него. Как я это интересное напишу название. потом. Я тебе скажу как. Вот. Ну, я сказал, что его только недавно раскопали. Да, действительно, вот в прошлом году они убрали слой земли. Вот, то есть обнажили цоколь. Вот этот вот мощный цоколь из латерита. Вот. Ну и уже приступили к реставрации тут же. Только раскопали. Вон и- изо всех сил кирпичей уже понавезли. Да, кирпичей уже понавезли, поэтому, конечно, к сожалению, сейчас такая парадигма у них, да, что они не реставрируют по научному методу, ну, это индийская традиция реставрации храмов на самом деле, да. Тут Индия реставрирует? Или Нет, я имею в виду то, что они вот эту вот индийскую парадигму переняли. Вот в чем проблема-то. То есть в Индии как храмы реставрируются не по научному методу, а они как бы считают, что вот храм, он живет непрерывно. Да? Вот его 1500 лет назад построили, и мы сейчас не реставрировать его будем, а, ну, я не знаю, обновлять или, ну, в общем, реконструировать. Как можно реконструировать то, о чем мы не имеем представления? Ну, хотя здесь, конечно, он более-менее сохранился. Ну, давай пройдем внутрь. Вот, окружен таким мощным забором из латерита, таких хороших блоков. Да, кто не знает, латерит — это такой вот очень специфичный камень. Здесь в Камбодже очень распространен.
Его добывают в мягком состоянии, а потом на солнце, на воздухе он затвердевает. И, ну, сколько лет этому комплексу? Больше 1000 лет точно, да? А есть датировка? Стоит. Не, ну, слушай, у нас же все датировки условные. Ну, Так, условная есть? условно, может быть, 10 век, вот так. У нас любят все кирпичное То списывать есть на не 10 раньше, век. да, думаешь? Может быть, раньше, почему нет? Мне кажется, что раньше. Ну, Почему? сложно сказать. Слушай, обычно вот, если мы смотрим на башни 7-8 века, они все-таки чуть-чуть по-другому выглядят. Они выглядят более индийски, что ли, я бы сказал. А тут уже какая-то более строгая архитектура, минимум каких-то украшений. Ну, вот капители колонн в таком прям античном стиле, да, в таком строгом. Вот, это у нас замечательный камбоджийский кирпич. Ну, красота, смотри. Ну, тут надо уже внимательно присматриваться, потому что я здесь вижу уже кучу реставраций. Ты говоришь, в Кучу прошлом новых году его кирпичей. открыли, да? Да, ну никак не открыли, я имею в виду раскопали цоколь. То есть он тут всегда был открыт, я этот объект знаю Это уже вот это давно. вот они с прошлого года, что ли, понастроили? Да, вот видно, смотри, видишь, Ну да, я видишь же- здесь раствор, да? Ага. Вот, это уже новые кирпичи, значит. Ну вот это такой вот индийский антинаучный метод реставрации, который, к сожалению, сейчас в Камбодже получил широкое распространение. Все европейские археологи в шоке, да, у всех волосы дымом от этого встают, потому что французы себе такого никогда не позволяли. Ну, французы что? Французы всего лишь навсего занимались сохранением того, что они нашли. И да. описание. Ну, описанием и, в первую очередь, сохранением, чтобы оно не разваливалось дальше. Но им в голову не приходило достраивать эти здания, да, потому что, ну, самое главное, мы не знаем, как они выглядели. Если мы 100% не знаем, как выглядело это здание, мы просто не имеем права его реконструировать. Ну, друзья, научный метод реставрации, это же не моя придумка, это... Согласна. Да, поэтому, ну вот, тут древние кирпичи валяются у нас, прекрасные древние кирпичи. Слушай, вот с замком, кстати, кирпич, посмотри. Ну-ка. Вот, видишь? 2 плоскости у него было. То есть они внутри делали тоже замки в кирпичах. Это довольно часто можно увидеть. Ну, кладка у них была безрастворная, да, то есть использовали, скажем так, клей, делали из смолы дерева. Вот. А здесь, посмотри, вот она уже полностью восстановлена. Ну, вот зачем, я не знаю. Причем надо же учесть, что это объект совершенно не туристический, туристическим он никогда Да, не только будет. хотела сказать, то есть сюда никто не едет. Нет, сюда никто никого Вообще. не повезет, да. Ну, прекрасная какая колонна. Тоже, видишь, недоделан рельеф. Это вот есть много свидетелей святого литья, которые говорят, что да, это все отлито. Да нет, конечно, не отлито. Вот он шел декор, да, и здесь он закончился. Ну, может быть, дальше не надо было, может быть, это закрытое было пространство. Сложно сказать. Кстати, вот я вижу концентрические следы, вот характерные для токарной обработки. Вот мы видим здесь. Что у них были за токарные станки такие фантастические, этого мы не знаем, ведь ничего не было найдено, да? Представляешь, очень плохо фокусируется здесь. Да, это вот стандартная история. Почему-то на песчанике в храмах очень плохо работает автофокус. Я не знаю почему. Ну, это не мистика, наверное, это как-то... Мистика, мистика. объясняется. Мистика, ну пусть будет мистика. Ну вот это все, представьте себе, все было под землей. Храм-то Шивин, наверное, да? Так, Или Тримурти? Тут мы этого знать не можем. Наверное. Ну, у нас вариантов все равно мало. Или Шивин. Ой, да, начнем Или с того, Шивин. были ли это храмы, мы же тоже не знаем, да. Ой, смотри, какая красота тут Ну стоит. да, неплохой такой вот кусочек Ага. барельефа. Ну вот кусочек иони, да, вот эти вот замечательные геометрически ровные совершенно линии, да, вот эти вот ровные пропилы. Ну, просто красота. Просто красота. Конечно, никакого зубила и молотка здесь у нас нет. Кусочек да, то есть- йони. Да, интересно. Интересно. Ну, в общем, да. И здесь- новенькие кирпичи сверху. да. Зачем? Вообще непонятно. Да, молиться здесь тоже никто не будет, конечно. Кроме владельцев вот этих. Ну, вон вот. там охранник сидит, молится. Ну, охранник, да. И Ну, святые собачки. Ну, вот на самом деле, вот что хорошо в Камбодже, они сейчас почти возле каждого археологического объекта, ну, более-менее значимый, это все-таки значимый объект, он приличную площадь занимает, везде есть охранник.
пусть не ночью, да, но хотя бы днем там сидит человек. Слушай, ну мы вообще ничего не знаем про это место, да? Ну, да, конечно, естественно, как и о большинстве мест, то есть тут только исключительно догадки, да. Ну, похоже на постройки X века, на типичные постройки X века. А для чего? Ну, это типичный комплекс, опять же, ну, они все же одинаково построены. Вот у нас 3 башни, Ну, да, вот у нас тут проход, вот у нас 2 двойные. библиотеки, ну, можно Ну, назвать... там это еще вот здания храмовым. есть Там еще есть какие-то. здание, можно туда пройти, там не раскопано еще, кстати. Понятно, что стена была выше, да, то есть тут еще не полностью, очевидно, раскопана, стена была повыше, то есть это прям такое, можно сказать, крепостное сооружение. Ну, опять же, да, чтобы не плодить сущности, скажем так, в монастырях, в храмах всегда было очень много какого-то золота, там, серебра, драгоценных камней, бронзы, поэтому, в принципе, неудивительно, что они выглядят как крепости. Совсем не обязательно, что эти постройки выполняли эту роль крепости, да, вполне возможно, что просто они охраняли территорию монастыря от каких-нибудь воров, бандитов, да, то есть тут тоже мы ничего утверждать, к сожалению, здесь не можем. Вот, ну а эта часть, она еще не тронута ни реставраторами, ни археологами практически, да, вот в этой части еще никаких раскопок не проводилось. Боишься змей, громче топай. Главное правило лазальщиков. Ну, скажем так, змеи не самая большая опасность в Камбодже, далеко не самая. Мины гораздо опаснее, чем змеи. Но здесь нету мин в этой части уже. Почему? Мы не знаем, есть тут Думаешь? мины или нет, потому что даже если здесь прошли саперы один раз, это не значит, что тут не остались мины. Леша, Ну, так бывает. Статистика. на все Статистика. воля Шивы еще скажи. Ну да, а как по-другому? По-другому в Камбодже не получится. Либо ты фаталист, либо ты здесь не живешь. Друзья мои, если вы хотите испытать судьбу и отправиться в храмы с Алексеем, пишите ему. Вот, там кто-то пришел. Смотри, Туристы. здесь туристов нет. Вот, пожалуйста. Туристы. приехали. Не, ну класс. Не, это очень круто, если люди начинают ездить не по всем попсовым храмам, да, которых... Ну да, потому что Анкор у нас сейчас все-таки превращается в Диснейленд. И вот эти толпы туристов, они не дают ощутить атмосферу. Летом приезжайте, в сезон Летом, дождей. Да, сезон дождей, да, в Очень Анкоре. недооцененный период. Обожаю сезон дождей. Красота. Прохладно. Никого нет. Вот здесь тоже вот типично для построек, Слушайте, ну которые мы очень датируем круто. X веком. Вот эти вот длинные здания, 2 длинных здания. Потом у нас здесь очень интересная архитектура галереи. То есть у нас здесь колонны из латерита, Ух ты, которые вообще. увенчаны капителями из песчаника. Дальше идут Обалдеть. перемычки между колоннами из песчаника, а сверху крыша из кирпича. То есть такого я не видел вообще ни в одном Я комплексе. только хотела сказать, что я впервые такое Да, вижу. это уникальная вещь. Сложно сказать. Но вообще, по моему мнению, вот это появление латерита здесь, это, скорее всего, вторичная история. Но мы не знаем, да, мы тоже, мы все время рассуждаем, исходя из нашей логики, да, исходя из нашего жизнеустройства и так далее. Как они мыслили, да, мы же не можем этого знать. Поэтому нам остается только ходить, смотреть, наслаждаться, ну и пытаться хоть что-то Hello. понять. Hello. Мы не единственные лазальщики. Да. Представляете? Вот, смотрите, я нашел тут целый блок кирпичей. Вот они замечательно так друг с другом соединены без раствора, да, то есть вот тут не раствор, а клей. Можно сказать, клей, который варили из смолы какого-то дерева. И вот сейчас во Вьетнаме, кстати, при реставрации Чамских башен, которые тоже такие же древние, да, как вот эти наши постройки, вьетнамцы стали использовать такой клей. Чему нельзя не порадоваться. Ну, хотя бы так. То есть они узнали, из какого дерева это все-таки? Ну, это не так сложно, да, провести анализ, узнать, из какого дерева. Вроде же проводили анализ и не смогли понять. Нет, это вот я помню только я не помню, по каким объектам это было, да, что они не смогли установить, что это за смола, а в других объектах смогли. А. То есть тут просто, очевидно, разные смолы А вот тоже смотри, какой интересный кусок латерита лежит с пропилом. Ну да, это типичный замок. Вот, кстати, у меня Посерединке. очень часто на канале, вернее, не очень часто на канале, а под одним из видео меня там все спрашивают, что ты не показал замки, что ты не показал замки. Ну вот один из замков.
Да, вот. Они по-разному выглядят. Но вот с помощью таких вот замков, собственно, вот эти блоки латерита друг с другом и сцеплялись. Они же тоже все безрастворные, да, то есть это безрастворная кладка, они просто лежат друг на друге, идеально ровные стены, сложная архитектура, то есть тут у нас и колонны, и дверные проемы, и все это ровненько было абсолютно. Тут только не говорите, что это сделать просто. Сейчас. У Лёши канал называется «Мир на блюдечке» в Ютубе, и еще есть в Телеграме «Друг Аркадий». Да, все ссылки в описании к этому видео, переходите, там много всего интересного, все про храмы. Ну, не все про храмы, ну да, Все про бытовуху-то ты не рассказываешь. Сколько стоит курица в Камбодже? Не знаю, это на моем канале, смотрите, 5, это я показываю. Вот здесь можно увидеть, да, всю эту конструкцию. Вот здесь у нас идет глухая стена из латерита, то есть вокруг по периметру была глухая стена, и внутрь она открывается вот такой вот колоннадой с капителями, и вот такая вот пирамидальная крыша из кирпича. Ну, по моему мнению, это, конечно, разные этапы строительства, но кто его знает, может, они действительно так захотели построить. Так, ребят, если я криво немножко снимаю, ну, сори, потому что здесь да, не самый лучший ландшафт. Не по асфальту ходим. И, ну, еще змеи могут быть, и мины, как выяснилось, поэтому я смотрю еще под ноги. Ну, у меня на канале тоже бывают люди, вот, ты там камеру... Что она у тебя дрожит, что она прыгает. Ну, попробуйте, походите здесь. Вот какой-то жучок. Ну, вот тоже кусочек барельефа. Ага, вот, кстати, сейчас. тоже, смотри, тут недоделка идет такая интересная. Вот. Вот эти вот следы мы как раз видим в каменоломне, например, да, то есть, ну, это след необработанного блока. И вот барельеф шел, и вот здесь они почему-то его закончили. Хотя он явно должен был иметь продолжение, да, но они почему-то не продолжили. Ну, такие вещи-то мы видим везде, то есть тут недострой, недоделки, они постоянно встречаются. По какой причине мы тоже не знаем, да. Такое, на самом деле, производит впечатление очень глобального объекта. Ну, то большой объект. Прям большое, к нему еще примыкает большой водоем. Ну, как обычно, ну, естественно, да. У нас каждому объекту... Да, у нас стандартная, ребята, история. Если есть какой-то объект, то водоем тоже, или ров рядом тоже должен быть. Да, либо ров, либо водоем, либо и то, и другое вместе. То есть вот зачем-то им нужно было очень много воды. И когда я говорю очень много, я имею в виду действительно очень много. Это не то, что там пруд какой-то выкопали. А, как правило, водоем по площади в несколько раз больше, чем комплекс, который к нему примыкает. Вот, например, Бен-Мелея, главная цель сегодняшнего нашего путешествия, он мало того, что окружен широченным рвом, так к нему еще и примыкает гигантский совершенно водоем. Ну и некоторые археологи предполагают, что вот этот водоем-то был гораздо раньше, а сам комплекс Бен-Мелея, он был пристроен к этому водоему. Ну, слава богу, сейчас у археологов наконец-то начинается просветление. То есть они уже не считают, что все эти комплексы были построены в одно время, потому что это просто сумасшествие. Это просто невозможно никак вообще. А они будут здесь еще продолжать раскапывать? Так вот, не знаю, надеюсь, что нет. Ну, просто хочется заглянуть туда вниз еще. Ну, понятно, но за раскопками сразу последует реставрация. И вот это не очень приятно. Так, ребята, пишите ваши версии в комментариях, для чего все это было построено. Вот данное конкретное сооружение с такими колоннами и с такой стеной. Ну вот еще, шикарный. Да, посмотри, насколько разные все эти блоки. Это не то, что там взяли одинаковые блоки, нарезали и сложили. Нет, они все разные. Вот тут вот блок побольше. Но мы на самом деле видим торцы. То есть блоки уходят вглубь. Да, я хотела вот как раз обойти да, вот. И показать ширину. То есть это не просто какая-то там маленькая стеночка, а это прям нормальный такой... Ну, здесь еще, скажем так, не самая, да, конечно, не самая мощная прям... стена из тех, которые у нас есть. Беда. Но тем не менее. Вот камни, да, видите, у них торцы разные. Вот этот больше, чем вот этот, да. Потом вот здесь вот мы вообще видим трапециевидно. Это тоже, кстати, стандартная история для камбоджийской кладки. Это касается не только латерита, но и песчаника. Да, мы имеем вот такие вот часто трапециевидные камни где-то в середине кладки. А вот это вот, посмотри, по всей стене идет такой, это декора элемент.
Да, тоже сделан какой-то машиной, да, потому что, ну, камень, конечно, мягкий, да, но мягкий камень, это не значит, что он как пластилин. То есть это все равно сделано какой-то, судя по всему, машиной. Ну да, похоже, вот она и шла. Ну да, Прям тут ровненько уже очень. сомневаться в том, что Просто, ну как бы, зачем у него функция? функции нет, это Нет. красота. И вот это вот тоже красота. Да. Здесь явно что-то вот было. Красивенькие А, какие-то. Ой. Я не знаю, что там наверху могло быть. Ну вот, смотри, они выступы. Да, вот. они полукруглые такие, да, Полукруглые полукруглые, такие, но да. просто часто они еще венчались какими-то элементами украшательными. Спинонага. Ну, нет, лотосы, знаешь, вот такие Ну да, каменные. да. Но здесь я не вижу их. Под А ноги смотреть. почему кирпичи битые, да, тоже? Я не знаю, я в прошлом видео говорил или нет, я уже не помню, что я там говорил, почему они битые. Потому что кирпичи такие, свойство такое кирпичей, они их специально делали очень пористыми, чтобы они лучше взаимодействовали с влагой. Тут климат-то у нас так себе, да, скажем, летом очень влажно, а сейчас очень сухо, то есть сезонность И очень ярко выражена. жарко. Ну, жарко-то всегда, к сожалению. Не всегда, зимой я мерзла. Ну да, зимой мы немножко померзли, вот из-за этого кэшью никак не созреет толком. Представляете, сколько кешью вообще в Камбодже? То есть сплошные плантации кешью. Да, Но в всю этом страну году, судя засадили. по всему, не урожай будет. Ребята, мы ехали. Вот опять полюбуйтесь-ка. Чисто поле. И куда мы приехали, сейчас я вам покажу. А вот и виновник. Да. Вот сюда. Представляете, тут даже табличка стоит. Да, таблички еще в декабре не было, то есть совсем свежая табличка. Называется, на самом деле у него есть несколько локальных названий, я ни одно сейчас не воспроизведу, но это не имеет никакого значения, да. На табличке написано Ват Прасад. Ват это у нас ну, палийское слово, в тайском языке оно тоже используется, значит храм, да. А прасад это у нас по-кхмерски храм, получается храм. Нет, смотри, храм. Прасад, Ват, прасад, да. Это очень забавно. Храм. Потрясающий комплекс находится, ну, в общем, да, Ребята, находится в ебенях находятся, в честно вам глуши. скажу. в глуши Моя находится. коняшечка едет молча. Молодец. Вот, окружен опять такой мощной стеной из латерита. Опять 10 век? Ты знаешь, да, его тоже датируют примерно 10-11 веками. Ну, как обычно, когда не знают, куда впихнуть, то все списывают на 10 век. Да не, ну, пора уже все-таки нам как-то уходить от этой всей официальной хронологии, потому что она нас очень сильно запутывает, загоняет в какие-то рамки. И просто все эти комплексы, ну, это же видно, они перестраивались на протяжении столетий. Мы не можем так сказать, да, что вот его построили в X веке. Ну, друзья, его могли в 7 веке начать строить, потом Ну, вот перестроили, потом добавили забор, допустим, да, и так далее, и так далее. То есть тут... Ну, этот комплекс, конечно, потрясающий. Просто потрясающий. Здесь и барельефы есть неплохие. И он совершенно не реставрирован, да, то есть вот тут вот реставраторы еще к нему вообще никак не прикасались. Отлично. То есть совершенно аутентичная постройка. Змей, я думаю, нам бояться уже не стоит. Почему? Да потому что уже такая жарища, что они уже давно все спят в своих норах. Так, сейчас я вам Ой, дорогу кстати. показывать. Смотрите. Потрясающе. Его расчистили. Вот в декабре я был последний раз, сейчас у нас что, февраль, да? Ну вот, он был весь заросший просто. Но все эти комплексы, ну видите, табличку повесили, все эти комплексы их, конечно, расчищают время от времени, потому что тропическая растительность, она же буйная. Да, расскажи-ка нам про глину. В прошлом видео такой вызвал шквал вопросов. Ну нет, ну мы про глину точно ничего сказать не можем, потому что для этого нужно же анализы проводить какие-то, правильно? Вот, ну, Про растительность, Ну, да. в принципе, да, вот эта вот растительность, она действительно, разлагаясь, превращается в мелкодисперсную глину. Это не мои выдумки, это геологический факт.
Ребята, милости просим в комментарии с вашими научными доказательствами, что из растительности глина не может получаться. Мы очень это любим. пусть они с геологами спорят на эту тему. Да, там целая полемика друг с другом, ребята уже спорили, что классно. Вообще очень круто, что вы на эту тему рассуждаете. На Ну все да, другие. конечно, обязательно. Какая потому что, красота. да, неплохой блок. Вот, Вообще неплохой. ну, слушай, видали мы, конечно, и более искусные, но тут надо учитывать, что оно все замылилось. Кстати, очень качественный песчаник вот этот, да, его как раз брали здесь. То есть вот мы сейчас находимся фактически в зоне древних карьеров. Ну, до нее отсюда сколько? Минут 15, наверное, ехать на мотобайке вот туда, на север. И мы попадаем в огромную зону карьеров. Да, вот все подножие плато Кулен, оно просто усеяно карьерами, которые только-только начали изучать. Вот я уже 2 карьера нанес на карты Google, которые я нашел. Вот, и я думаю, я нанесу еще много. Я сейчас там активно езжу, все это изучаю. Ну, подписывайтесь на мой канал, смотрите видео. Вот как раз сейчас выходят о карьерах. Уже вышло несколько. Вот, смотри, у нас тут центральная башня, и к ней вот такой вот интересный проход. Рискнешь туда забраться? Сейчас попробую. Попробуй. Тут, кстати, тоже Тут неплохие. на самом деле кажется, что здесь пол, Нет, а тут все не нормально, пол. все хорошо. Слушай, 100 раз уже здесь был. Я, пойду Я по уже сюда камушкам. людей привозил много раз, так что... Друзья, хотите сюда попасть? Ну, Пишите. обращайтесь. Придумаем, как сюда добраться. Так, наверное, я сейчас выключу, залезу и включу. Вот. Шарик, ты балбес. В смысле я. Потому что я положила ключи от байка сюда и полезла. И отгадайте, где ключи. Ну вот, не без приключений у нас поездочка. Так, сейчас я их подцеплю. Главное, чтобы они не провалились еще куда-нибудь. Да, ты там аккуратнее как-то. И какой-нибудь змейки Ага. не вылезла бы. Я вроде так нашуршала. А там максимум муравьи тебя могут покусать. Есть? Ну вот. Отлично. Так, Шива шутки шутит. Ну, что ж, приключения. Вот. Смотри, тут некоторые элементы декора потрясающие есть. Вот, например. Ой, а что с ним случилось? Его кто-то повредил, он гораздо лучше выглядел. Не знаю, ну, неважно. И вот еще, вот здесь вот сохранился, вот просто удивительный декор. Вот Ух это ты! вот 3D. Вау, ребят, посмотрите. Не зря я сюда залазила. Так, ну сейчас мы полезем дальше. Сейчас мы полезем дальше. Здесь можно по камням просто идти вот так вот. Здесь тоже очень интересное пространство, да, это проход к центральной башне. И здесь вот зачем-то они вот такие ниши вырубали в латерите для каких-то целей. Я вот, честно говоря, не припомню, нигде не встречал тоже. Но я говорю, это были постоянные какие-то перестройки и... Ну да, здесь же могли жить кто-то и попозже. Конечно. То есть, это все было не одномоментно, естественно. Так, Леш, давай змей распугивай. Да нет, нету тут змей. Я говорю, ни одной здесь не видел никогда. Здесь я бы больше, говорю, мин боялся, чем змей, потому Ну. что комплекс, ну, уж очень аутентичный. И красные кхмеры здесь очень долго находились в этой местности. О, Да. Ну и вот здесь у нас вот центральная башня. Сейчас я в нее спущусь. осторожно, пожалуйста. Опс. Вот она, центральная башня. Ну, здесь была какая-то шахта, естественно. Ну и в этой шахте что-то, наверное, находилось. Вообще очень мистически. Да, вот корешки растут. Вот как деревья разрушают эти постройки, да. Вот видите, корешки, они спускаются вниз. Да, эти лианы, они потом превращаются в такие стволы. Стволы, да, и потом они разрушают кладку любую. Ну, вот, поэтому деревья, конечно, стараются... Это центральная понимать. башня, да? Ну, центральная, она же единственная. Здесь Она же единственная. одна башня стояла только. Смотрите, какая кладка. Кладка, да, удивительная. Но я вот вижу следы реставрации каких-то эпох, ну, не знаю, когда. Не, ну вот смотри, тоже, да, прикольно. Потому что стена латеритная здесь стоит, а сверху вот надстроена Да. на ней еще один крыша, кусочек.
Да, все очень странно, да, вот этот выбор материалов. То есть они нам говорят, вот, посмотрите, дескать, вот в этом храме использованы все 3 типа материалов. А почему было использовано все 3 типа материалов? Вот этого нам уже не объясняют. А жаль. Ну, эту башню точно реставрировали в какое-то позднее время. То есть не сейчас и не французы, а когда-то, сколько-то там столетий назад. Так, сейчас я вам Прям покажу. видно. Смотрите, как растение вот захватило корешочками и выцепало просто кусочек материала. Просто вынуло его. Так, Нет, тут есть штукатурка. смотрите, что мы обнаружили. Штукатурка. Да, вот какая-то древняя Вообще, мне кажется, это штукатурка. позже достроили. Ну, конечно, позже, безусловно. Ну, да. потому что оно видно, что оно не родное, по-другому как это лежит, кладка. И оно лежит на латерите вот сверху на стене. Да, причем они так интересно, они прям кладут на латерит, то есть там ни углублений фактически никаких не делают, ничего. Ну, что тоже очень странно. Просад. Что скажешь? Ват-просад. А так, да, все равно латеритные блоки довольно мощные. Ну, вот этот вот блок Мгм. такой хороший, солидный. Ну, это, конечно, у нас не супер-мегалиты, как мы можем увидеть в Бен-Меле. Но в Бен-Меле мы поедем сейчас. После, Если выберемся отсюда. если выберемся отсюда, да. Не, ну молодцы, что расчищают. Я в таком расчищенном виде его еще не видел никогда. Так, мой опыт детский скалолазания мне пригодился во взрослой жизни. Не зря я так долго занималась. Так, а сейчас давай пройдем вот туда, на восток, потому что там тоже все расчистили. И там Ну, это, конечно, очень красиво. тоже очень интересно. Упс. Тут, конечно, потрясающе гладкие поверхности. Вот эти меня больше всего умиляют. Вот с какой-то же пилой все это срезалось. А это, извините, твердый песчаник. Ну, что за пила-то у них была? Из каких сплавов? Сейчас я подойду, разберусь. Потому что если мы смотрим, как сейчас в наше время режут песчаник, да, это прям такие мощные стилы. Да, вот в Анкоре сейчас это все очень Ну, классно показывают нам. В Топроме Братья. в Топроме там стоит вот такая вот огромная пила, огромная станина. В Топроме и в мощная. Анкор-Вате на 2-м уровне, ну, на 3-й. Не-не-не, Братья там корейцы нам. в Топроме там прям гигантская такая установка стоит с огромной такой пилой, которая эти блоки очень медленно, с огромным количеством воды распиливает. Не то, что там прям взяли вот так вот и отпилили. Нет, он очень медленный процесс. То есть в древности-то у них тоже что-то такое было, потому что, ну а как иначе они достигали вот таких идеально ровных, гладких поверхностей, особенно если учесть, что тут у нас куча патины, да, вот выходы солей и металлов и так далее, которые создают такую шероховатость на поверхности. Но если мы это убираем, ну вот находим место, где ее нет, ну тут гладенько прям совсем. Не полировка, конечно, но шлифовка идеальная. Почему-то мины меня меньше пугают, чем змеи, но змеи, правда, должны спать уже в такую Нет, жару. сейчас уже змей, Нам, конечно, кстати, сегодня нет. повезло, потому что облака. Да, Неожиданно. ну душновато как-то немножко. Ну, душновато. Ну не жарко хотя бы. Я, кстати, смотрела видео, сейчас искала нужное мне, и наткнулась на видео прошлого года. Так вот, 13 марта 25 года у нас были дожди. Не, ну вообще дожди в марте это нормально. Так что есть надежда, что и в этом году они начнутся Так, скоро. так идут же в Камбодже дожди где-то. Где-то. Где-то, но не у нас. Ай, что-то прилипло ко мне. Потому что Камбоджа страна-то большая. Да, у нас пока вот сейчас градусов 37 по ощущениям. Ну, может, 35. Да. Но это потому, что нет открытого солнышка. Было бы солнышко, было бы все 40, за 40 даже. Кстати, такие прям как тучи выглядят, но вряд ли будет дождь. Ну и то, что я опять же не устаю показывать в своих видео, вот эти вот тоже идеальные пропилы. Это вот у нас часть дверной коробки, да, перемычка верхняя, по-моему, дверной коробки. И вот эти вот тоже ровненькие пропилы, ну, тоже какое-то, что-то высокотехнологичное явно. Ну, зубилом-то точно не Сейчас я получится. покажу поближе.
И там у нас, я не знаю, имеет ли смысл туда идти, потому что все равно все под землей. Там идет спуск вниз со ступенями из латерита. И дальше идет дамба, которая из латерита, надо заметить, кстати. Она не земляная, она облицована вся латеритом. Ну, в сердцевине, может быть, там и земля, да. Вот. И внизу был какой-то водоем. Ну, мы видим такое мощное углубление, да. То есть там, очевидно, был какой-то водоем, который примыкал к этому комплексу. А сам комплекс находится на возвышении. И это был центральный вход. Вот здесь очень много валяется таких колонн в виде лотосов, причем сделанных из латерита. Не из песчаника, как обычно, а из латерита. То есть мне кажется, что это более поздняя история, когда для изготовления колонн используют латерит. Ну, мало ли что мне кажется, да? Так, Здесь потрясающий ребятки, вид. чтобы вы понимали, да, что почему я иду. Кыш, муха привязалась. Да, вот в этих храмах почему-то всегда очень много этих мух кусучих. Они прям их так любят. Кстати, я не вижу тут пчел. Здесь, ну, на данный момент их нет. Это не значит, что их нет никогда. Ну да, но просто сейчас на самом деле, вот я была прям буквально на днях там в Пномкулене и рядом в окрестностях все деревья усеяны ульями. Ну, в Пномкулене там известное место по добыче меда, Да, конечно. и там прям висят огромные такие ульи, мед аж капает прям сверху такой. Прям можно рот открывать, да есть. Ну, такой он немножко другой мед здесь, конечно. Он тропический мед, он отличается Он от жиденький, но он вкусный. нашего. Ну, вкус другой. Да, вкус другой. Вкус другой немножко. Особенно рядом с личи плантациями, там вообще он такой цветочками прям пахнет. Ну, вот кому-то это не нравится, например. Да? мне Кто нравится. привык к нашему меду европейскому. Ну, вот здесь Слушай, ну у нас классное опять место, вот эти конечно. странные длинные здания, попарные. То есть тут по два было длинных здания. Длинные здания – это официальный термин. Их так назвали французы еще, наверное, в конце 19 века. И все. Их предназначение нам неизвестно. Длинные здания и библиотеки. Да, библиотеки находятся вот в том контуре, да, который отделен. То есть здесь у нас получается храмовый контур, да, вот он отделен полностью стеной. А здесь, ну, это как прихожая, скажем так, да, потому что это как раз главный вход Да, с Гапура, востока. прихожая. Вот мы сюда попадаем, и здесь у нас вот эти вот длинные здания. Что там могло происходить, мы не Очень знаем. мне не хватает, честно, во всех этих храмах вот этой бытовой истории. Для чего вообще какое здание было предназначено? Ну, вот, что у них делали? Мы ж не знаем, да, тут про Вот те же прям самые пробел библиотеки. этот очень, да, А мы мешает. этого и не узнаем, потому что в надписях на камне нигде же об этом не написано, да, вот, что у нас библиотеки, они для чего-то используются. Вообще ничего, ни слова нет об использовании этих сооружений. То есть вся эпиграфика, она сводится только к тому, что установили лингам, подарили поля, подарили рабов храму, ну, а о строительстве, как правило, речи нет. Ну, в очень редких случаях. Вот. Вот тоже интересное местечко, да? Да, вот тут вот копали то ли грабители, то ли археологи, уж я не знаю, кто тут копал, но вот видно, что это вся стена, вся эта конструкция, она еще туда вглубь уходит. Ну, конечно, если тут не раскопано, это логично, да, что Копать еще не перекопать, смотрите. да, и в принципе лучше бы и не копать, я считаю. Я считаю, А вдруг лучше- там корона? Ну, они же с металлоискателями-то, наверное, проходили все равно. Ну, блин, та же самая бронза, ну, наверняка искали. Ну, хотя врать не буду, может, никто ничего и не искал. Я уж тут тоже сейчас нафантазирую. Ну, вот. Мы ехали и, наконец, куда-то приехали. Но мы еще не совсем приехали, мы еще едем к нашей главной на сегодня цели, а находимся мы сейчас в супер историческом месте. Дело в том, что это перекресток двух главных дорог
ну, скажем так, Кхмерской империи. То есть 1000 лет назад здесь были две главные дороги. То есть мы сейчас приехали из Анкора. Далее дорога ведет в Приакан-Кампонсвай. Сейчас по ней проехать можно только на мотобайке, причем только на моем. Вот на твоем там реально не проехать. Это очень далеко, километров 90, наверное, ехать просто по джунглям. И там гигантский комплекс 5 на 5 километров. У нас таких комплексов в принципе нет больше в Камбодже. Туристов там не бывает, кстати. Ну так вот, а мы... Неудивительно. Ну, да. Не, ну сейчас туда, кстати, уже нормально можно доехать на машине. Нет, не по этой дороге. По Королевской дороге, конечно, нет. В объезд можно в объезд, туда попасть. Ну вот, а дорога, которая уходит на север, она ведет в местечко Ватпу. Там, где это в Южном Лаосе, тоже огромный кхмерский комплекс, совершенно потрясающий. Ну вот, а мы сейчас находимся вот на этом перекрестке. И здесь, на этом перекрестке, и находится комплекс Бен-Меле, куда мы сейчас и отправимся. Но заходить мы будем не с южного входа, как большинство туристов, ну, либо с западного, да, то есть тут два входа открыты для туристов. Мы зайдем с главного входа, куда, опять же, на машине не проехать, но так как мы на мотобайках, то мы проедем везде, и мы сейчас покажем вам то, что не видят никакие туристы. Ну, помчали. Помчали? Ну, мы приехали. Да, ну вот мы и приехали, собственно, это не совсем еще восточный вход, то есть главный ход, мы приехали вот к этой гигантской платформе. Значит, вот тут у нас идет дорога, которую фланкировали вот эти вот огромные, ну, бутоны лотоса, скажем так, да, то есть они должны изображать бутоны лотоса, вот эти вот столбы с идеальной же опять обработкой, с этими идеальными пропилами, и они идут, я не знаю, кстати, сколько здесь метров, ну, тут больше 100 метров точно, да, тут пара сотен метров до самого комплекса. Ну, вот они лежат. И вдоль всей дороги, да, стоят вот эти вот огромные каменные столбы. Большинство вот из них сейчас под землей. Вот, кстати, опять отверстия мы видим, да, вот эти все загадочные отверстия, которые мы постоянно встречаем на блоках в Анкоре. И они здесь тоже есть, вот сверху. Вот зачем их было пробивать, да, не очень понятно. А на других колоннах их нет, допустим, этих отверстий. То есть предназначение отверстия, оно до сих пор загадка. И здесь мы видим просто гигантскую каменную платформу. Вот сейчас давай на нее поднимемся и увидим, где она заканчивается. И для чего она здесь вообще нужна была. Ну, для чего она была здесь нужна, мы, конечно, знать не можем. То есть это еще начало города, да, въезд в город, получается? Ну, смотри, да, вот по этой дороге, если мы сейчас поедем, а мы поедем, да, мы упремся прямо в восточный вход, самый главный вход. Да, и дорога, которая ведет от восточного входа, она упирается вот в эту огромную платформу. А эта платформа у нас является своеобразным причалом водоема, который примыкал к комплексу Бен-Меле. И вот некоторые археологи утверждают, что вот эта водная инфраструктура, вот этот водоем и, возможно, эта платформа, это более ранние постройки, чем сам комплекс. Ну, с комплексом нам вообще ничего не важно. Там столько наврано в истории, что просто голова кругом идет. Ну, потом, когда мы туда придем, да, я уже поделюсь. Очень странные ступеньки, по которым очень неудобно подниматься. Да, мы опять не для людей. Да, мы привыкли к этому. Вот особенно вот эта вот вторая сверху ступенька, на нее даже боком не наступить. Ну, так вот, чтобы вы понимали, что здесь целиком нога не помещается, только бочком. И вот мы поднимаемся на первую ступень платформы и тут же идем на вторую. То есть тут сверху еще одна надстройка из песчаника. Сама платформа, она собрана из латерита, облицована песчаником. И вот такой вот масштаб. Какая ж тут, наверное, была красотища. Она просто гигантская. Под нами, естественно, тоже камень, да, то есть сейчас мы идем по земле, но на самом деле тут все выложено камнем. Вот для чего нужны были такие платформы? Это не единственная, кстати, естественно, это не единственная платформа в Камбодже. Здесь неподалеку есть еще одна платформа, меньшего, правда, размера. Ну, а это, конечно, впечатляет, да, это просто какой-то невероятный гигантизм. То есть строить вот такое сооружение для того, чтобы использовать его как причал. Причал, собственно, чего? Причал-то, вот этот водоем размерами 1200 примерно, на 1200 на 600 метров примерно. Сейчас я так точно не вспомню. Ну, в принципе, достаточно большой водоем, но все равно размеры платформы как-то не очень соотносятся. Там что, океанские суда, что ли, ходили по этой луже? Ну как лужа? Лайнеры 12 века. Да, то есть все очень и очень странно.
Ну, вот эти вот штуки, да, это у нас постаменты, то есть тут какие-то статуи стояли. Ну, вот там валялась, кстати, разбитая статуя льва. А вот это водоем, он сейчас пересох, но, кстати, мы потом после Бен-Мелея проедем еще к пирамиде, которая находится на другом конце водоема. Там еще есть вода. А так сейчас можно по нему ездить на мотобайке. И в центре тоже находится так называемый храм. Ну, как всегда, да, Как вот всегда, в центре в центре водоема водоема. всегда есть храмик. Есть какой-то храм, но, очевидно, это часть какой-то, опять же, водной инфраструктуры. То есть сложно сказать, для чего использовались эти объекты в центре водоема. Это дерево, конечно, потрясающее, да, вот это сралао. Да, дерево называется Ага. сралау, Удивительное совершенно. а любовь по-кхмерски сралань. Я, кстати, не знаю, как сралао переводится. Оно без коры. Оно пробковое такое, Да, мягкое. такое. А во влажный сезон там есть вода, кстати, немножко есть, он наполняется. Классно. Ну, Наверное, здесь было очень красиво, конечно. До сих пор не было выяснено, связан ли этот водоем каким-то образом с анкорской инфраструктурой, но вот никаких пока Ну, давай каналов найдено не было. временные рамки обозначим, чтобы зрители понимали. Вообще Ну, относятся давай к началу так. 12 века, правильно? Да, Бен-Мелея? да, да. Ну, это, опять же, из официальных книжек. На самом деле ни один археолог этого не подтвердит. Вот, если вот так по чесноку его спросить, Лёши он можно этого не подтвердит. про любой так храм спрашивать, ответ Ну будет да, одинаковый. потому что мы на самом деле о Камбодже ничего не знаем. Потому что Камбоджа только-только начинает приоткрывать свои тайны. Потому что до того, как мы начали использовать лидар, да, мы имели совсем другое представление о Камбодже. То есть вот всего лишь 15 лет исследований, грубо говоря. Да, лидар — это снимки из космоса, Не которые... из космоса, нет. Это такая технология. Нет, здесь в Камбодже конкретно снимали с вертолета. А, с вертолета, Да, да. я Ну, даже сверху, я летал с короче, этим да. пилотом, который как раз снимал. Класс. И они убирают всю растительность, всю листву, и виден рельеф земли. То есть, ну, если под землей что-то есть, оно всегда видно по рельефу, да, оно всегда немножко выступает. И вот лидар позволяет нам считывать эти неровности рельефа и понимать, что под землей что-то А нам есть. надо такую технологию, чтобы она 4 под землей еще просвечивала, Ну вот показывала мы приглашаем к нам богатеньких людей, спонсоров. спонсоров, которые заинтересованы в этом, которым это интересно. Приезжайте, привозите георадары, мы с удовольствием вам поможем, покажем, отвезем. То есть, пожалуйста, ради бога. А если мы найдем корону, она кому будет принадлежать? А корона будет принадлежать камбоджийскому государству, естественно. А нам за это что, спасибо А скажут? нам за это хорошо, если скажут спасибо. И не надают по шапке, да? Вот поэтому и нету у нас спонсоров. Потому Да. что мы честно рассказываем. Не, на самом деле просто есть очень много мест за пределами официальных археологических объектов, где, может быть, действительно имело бы смысл с георадаром просто, ну, хотя бы понять, что там под землей находится. Ну да. Вот эти, где мы были в прошлом видео, некопанные пирамиды. Ну да, там Как на самом минимум, деле, да? слушай, Такие доступные локации даже. А ведь я нашел старые французские фотографии этих раскопок. Оказывается, вторую ступень пирамиды они раскапывали, только они ее потом зачем-то закопали обратно. Я видел фотографии действительно второй ступени пирамиды. Ну вот. И вот сейчас мы покидаем эту изумительную платформу и поедем прямо вот по этой лотосовой дороге к восточному входу, который вот только-только отреставрировали. Я на самом деле результаты реставрации еще не видел, потому что я последний раз был там несколько месяцев назад. Давайте посмотрим. Смотрите, здесь вот есть указатель, по-русски читается СМАС, но это камбоджийская минная саперная организация, потому что здесь вокруг мины до сих пор есть. И раз это местная организация, то доверия, как Леша говорит, им мало. Но вот я вам показала вот такие таблички. Это указывает на то, что не ходите по непротоптанным дорогам. Кто-то шевелится сзади и меня пугает. Мы приехали. Вот Ну, здесь да. реставрация, да? Да, вот, кстати, реставраторы сидят сейчас, обедают. Ну да, отреставрировали. Здесь, конечно, все было вот так вот, да. Тут просто все камни вперемешку лежали. Ну, конечно, используют новый песчаник. Вот это опять это варварская реставрация. Хотя, с другой стороны, вон там лежат бетонные штучки. Сейчас я вам их покажу, они очень смешные. Да, это я уж не знаю, для чего они. Ну, где-то они должны быть установлены. Сложно сказать. Шишечки. Шишечки такие. Ну, вот они из бетона. И тут я, в принципе, ничего против сказать не могу.
потому что когда мы видим изделия из бетона в древнем храме, мы понимаем, что это сделали реставраторы. А когда мы видим песчаник, мы не понимаем, кто это сделал. И это, конечно, неправильно. Но ну ладно. Так, мы дальше поедем, да? Да, я только предлагаю посмотреть на этот мост снизу. Там Идем. очень большие колонны. И давай подойдем еще к плану. Угу. Вот здесь потрясающие колонны лежат. Вернее, они уже не лежат, они уже стоят. На самом деле здесь это все было раскопано. Да, то есть тут слой засыпа был вот сплошной. То есть полностью все это было под землей. Колонны эти лежали вперемешку. Ну вот они теперь тут все сделали. Класс, красотень, конечно. Культурненько. Большие колонны, кстати. Да. Довольно необычно. А вот и план. Вот и план. То есть мы находимся... План почему-то повесили на стороне, где никто не ездит. Да, туристов здесь не бывает, конечно. Вот мы здесь находимся, это главный вход. Вот он, этот водоем, где мы только что были. Ботанка, это вот эта платформа, которая здесь такой маленькая изображена почему-то. Ну и мы сейчас отправимся непосредственно в сам комплекс. В общем, какие у него размеры? Ров вокруг комплекса, рвы у нас всегда есть, да? У него размеры 1025 на 875 метров, если мне память не изменяет. И ширина этого рва 45 метров. То есть опять очень-очень много воды. И вот здесь вот находятся каменоломни. То есть вот начиная от Бен-Мелеа, в направлении северо-запад, там находятся просто бесчисленные каменоломни, сотни каменоломни. Ну, пошли Так. смотреть. Ну, не пошли, а поехали. Поехали. Так, да, проедем все-таки на мотобайках. Ну, это очень красиво, конечно. Друзья мои, мы приехали в какое-то просто потрясающее место. Называется Бен-Мелеа, Да, 12 век. Бутон лотоса переводится. Не, ну, конечно, это никакой не 12 век. Тут, ну, это изначальная была версия, да, потому что он в плане похож на Анкор-Ват. Сейчас, конечно, никто уже не утверждает, что это 12 век. Переверну. Угу. Изначально строительство приписывалось Сурьяварману II, которому приписывается строительство Анкор-Вата. Но сейчас уже они продвинулись чуть дальше. Теперь уже Трибхуванадитья Варман у нас, оказывается, строил этот храм. Это король, который был между Сурьяварманом II и Джаяварманом VII. Ну, в общем, на самом деле, конечно, этот комплекс строился неизвестно когда и неизвестно на протяжении какого времени. Ну и вообще представить себе, вот представим себе, да, Анкор-Ват, самый большой каменный комплекс в мире, да, других таких просто нет. И одновременно у нас, получается, строится и гигантский Анкор-Ват, и гигантский Бен-Мелеа, и еще черт знает что. Ну, это просто физически невозможно. Только гуманитарии могут себе придумать такую историю, потому что любой технарь скажет: ребята, а сколько у вас тут жило людей, а какая у них была техника, какое оборудование, на каких токарных станках вытачивались эти колонны и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это то, что я во всех своих видео постоянно говорю, на что я постоянно указываю. То есть, в принципе, мы не можем датировать этот объект. Когда его начали строить, да, когда его закончили строить, тут мы ничего сказать не можем. Он очень разный. Интересно, что он очень разный. В принципе, блоки здесь достаточно большие. Ну, как большие? Там, скажем, 1,5-2 тонны. Это на самом деле не такие уж маленькие блоки, да? Вот. Но здесь есть в том числе и блоки, которые... ну, я измерял весом там более 8 тонн, например. А это вообще уже непонятно, да? Ну, как можно... Расскажи, как ты измеряла, то ну, мы же знаем, какой сколько... ты сильный. Да нет, ну, в кубометре песчаника содержится примерно 2,7 тонны, да? Ну, вот просто измеряешь блок и Рулеточкой умножаешь. мы ходим, да. Сегодня взяли, кстати, да? Надо было... У меня есть рулетка с собой, рулетка, да. да? Если мы сейчас пролезем туда, где можно найти эти большие блоки, то можем непосредственно прямо измерить и показать. Сейчас я покажу вот это вот просто Да, размах, ребята, да, строительства. И да, на камере это все кажется на самом деле маленьким. Да, на самом деле вы должны умножить на 2 как минимум то, что вы видите. Что на самом деле это, конечно, гигантские сооружения. Все это из камня, да, все камни лежат без раствора, все камни лежат без раствора. А разрушения, вот эти разрушения, скорее всего, из-за корней деревьев. На самом деле, еще 10 лет назад этот комплекс Бен-Мелеа, он был весь просто покрыт корнями и был из-за этого очень популярен среди японских туристов. Они прям приезжали сюда, фотографировали бесконечно.
Ну, естественно, все эти деревья поудаляли по известной причине, да, чтобы комплекс дальше не разрушался. Тут уж ничего не поделаешь, да, между красотой и сохранением архитектурного, археологического объекта они выбрали все-таки сохранение. Что здесь интересно? Это вот цоколь, назовем его, да, хотел сказать стена, но это цоколь стены. Посмотрите, он собран, опять же, из блоков песчаника, и вы там не найдете никаких стыков. То есть вот сейчас я стою на расстоянии 10 метров, я там вообще ничего не вижу. Я вижу вот сплошную серую стену. Да, если мы подойдем поближе, конечно же, мы стыки различим. Да, но там что-то туда просунуть, об этом даже речи быть не может. Они просто уже сплавились фактически друг с другом, эти камни. И размеры вот этого цоколя, да, он полностью окружает весь этот комплекс. Врать не буду, скажу так, примерно, как я помню, где-то 180 с копейками на 150 с копейками метров. То есть вот такой вот масштаб. Ну и дальше тут были еще галереи. Да, тут колонны мы видим, да, ну вот это вот как раз разрушенная галерея с колоннами. Вот, и мы сейчас находимся у главного входа, и мы сейчас подойдем к северному. Вот, кстати, один из замков, да, как спрашивают же, как держатся блоки, ну вот за счет вот таких вот замков внутренних. Это внутренняя поверхность блока, да, и вот за счет этих замков много, они держатся. Вот дырки наши любимые. Ну вот дырки, да, дырки это, конечно... Вот, по-моему, самая большая загадка — это дырки, потому что, ну, действительно непонятно, зачем они были нужны. Ребята, я вам скажу, что дух захватывает просто потому, что это реально огромное. Все здесь большое очень, начиная от блоков до вообще высоты, да, и самого строения. И это выглядит намного больше, чем Ангкор-Ват. Ну, это меньше, конечно, чем Ангкор-Ват. Оно меньше, а выглядит по ощущениям, да, что оно больше. Но вообще это то место, которое обязательно надо посетить, поэтому если вы сюда приедете, давайте с вами поедем сюда тоже. Здесь, кстати, до сих пор живут люди на территории Бен-Мелея. Вот там вот рисовые поля, избушки какие-то, ну, я туда на мотобайке ездил. Но они когда заселились сюда? Я думаю, они давно сюда заселились. Давно? Ну, нет, на самом деле, вообще вот эта вся местность возле Бен-Мелея, она не так давно была заселена людьми. Тут действительно была очень дикая местность. Здесь красные кхмеры очень долго хозяйничали еще. Поэтому, да, все это развитие, которое мы сейчас видим, все эти дома вдоль дорог и так далее, это все появилось не так давно. Ну вот он тянется, да, этот цоколь. Так мало того, он же еще и весь украшен был барельефами. Да, вот здесь остаточки видны. Да, там, где не замылилось, там это все можем увидеть. Просто, ну вот здесь потрясающе, посмотри. Это, конечно, не 3D, но мастерство все равно. О, да. Но мастерство. И песчаник здесь отличается, кстати, от песчаника в Ангкор-Вате. Он имеет такой голубоватый оттенок. Но это неудивительно, потому что каменоломни для Бен-Мелея, вот они находились здесь неподалеку, и там как раз именно вот такой песчаник. Интересно, что вот эти вот мостки, вообще изначально, они остались после съемок фильма. А что за фильм тут снимали? Фильм, по-моему, по-русски он называется «Два друга». Жан-Жак Анно, это который снял «7 лет в Тибете», вот режиссер. Он здесь снимал в 2004 году, если мне память не изменяет, фильм про двух собак. И вот эти вот деревянные мостки были построены для съемочной группы. И их так и оставили потом. Ну, понятно, что сейчас уже это не оригинальные мостки, их ремонтировали уже 100 раз с того времени, но изначально, да, изначально для съемочной группы. Ну, давайте зайдем внутрь. В общем, сейчас нам надо будет совершить некий маневр, потому что туда вообще, по идее, ходить нельзя. Куда? Куда мы сейчас пойдем. Комплекс очень большой, и многие его части, они закрыты для посещений. Но вот мы сейчас попробуем туда попасть. Если нас никто не остановит, то мы там окажемся. Ну-ка, продемонстрируйте-ка нам прыть. Вы видали? Ну вот, видите, как интересно ползать по древним руинам. Качелька. Вот это библиотека, опять, да, здание неизвестного предназначения. И библиотеками у нас называются здания, которые стоят рядом с храмами, и так их обозвали французы.
Да, потому что они не знали, что это. Ну и до сих пор никто не знает, что это. Вот тоже такая немаленькая колонна. Да. Такая. Реально. Ну, с другой стороны... Нет, это конец, или еще есть под землей там? Нет, она заканчивается вот всё, тут заканчивается. примерно, да? Нет, просто на самом деле в Анкоре у нас тоже есть такие колонны. Если вот походить по Анкор-Тому, там в некоторых местах можно наткнуться на подобные колонны. Ну, в ней, я не знаю, сколько веса. Не так много на самом деле. Я думаю, вряд ли больше 3-4 тонн. Вот, давай сейчас попробуем пройти туда. Если нас никто не остановит, то мы окажемся в сказке. Ну, если остановят, мы скажем: ой, соли, соли. Если остановят, то знака-то нет, что сюда нельзя. Раньше было, а сейчас что-то нет. Такой вот, ну, наверное, танцующий Шива, судя по всему. А может и нет. Может и кто-то другой. Ну, похож, да. Такой хороший тоже 3D-барельеф. Он как тут листочки выступал листочек, да? И вот здесь вот обломан кусок, он тоже вот так вот свисал. Или вот этот вот кусочек, вот как он свисает здесь. Вот. И это еще не самый высокохудожественный барельеф из тех, что мы видим в Камбодже, да? Это такой средний уровень. Вот, а нам надо подняться теперь туда. Только аккуратно, потому что тут много мха, который может быть скользким. Вообще сейчас уже ничего скользкого нет. Ну, нет, не скользко. Но они такие. Ну, тут надо все равно держать ухо востро. Тут, Да, они шатаются. да. Так. И дальше куда мы? Туда. Наверх? Да. Ой, мамочки. Страшно. Упс. Давай камеру. Так, подожди сейчас. Нарушители. Ну. Упс. Так. Явно видно, что Леша это делает не впервые. А я-то впервые. Леша! Да. Ну так иди сюда-то. Страшновато. Давай телефон, я тебя там... О, зараза, паутина. Так. Сейчас, подожди. Я спущусь. Для начала. Опс. Давай. Ой, подожди. Давай, вылезай. Привет. Вдруг откуда ни возьмись, появилась Галенька из Камбоджи. Шатается. Так. А почему мы выбрали такой, скажем так, не самый легкий путь? А потому что именно здесь находится здание, построенное из больших мегалитов. А вот туристам его не показывают. Не знаю почему. А нам выходить так же надо будет? Да. Не, ну можно и не так. Или можно обойти будет как? Можно с другой стороны выйти, да. Ну, там тоже экзотично, там тоже, знаешь, не асфальт. Но они здесь все равно регулярно растительность убирают, потому что если бы не убирали, мы бы тут уже и не прошли. Ну да. Так, сейчас. Выключила камеру, потому что достаточно сложновато слезать было, не держась всеми руками. Надеюсь, что змейки меня тут не встретят. Вообще очень жарко. Сейчас, наверное, около 40 градусов. Фу. Вот мы сейчас там, где нет туристов. Да, туристы сюда явно такими маршрутами не дойдут. Не, ну как, я сюда всех своих вожу, конечно. Да, ты пролазишь? Обязательно, да. Это обязательная программа. И ни разу охранники тебя не останавливали? Не, ну было давным-давно. А я сейчас они перестали их рассаживать на стенах.
Вот, сейчас как-то меньше стали за этим следить. А я знаю почему. Наверное, потому что сейчас нет больших групп китайцев. А дело в том, что очень много охранников появилось, когда тут приезжали большие группы китайцев. И они, наверное, боялись, что кто-то из них там может упасть, что-нибудь себе сломать и так далее. Вообще тут не мудрено. А последние годы я заметил, никого нет. Ну, отлично. Отлично. Ну вот, посмотри на эту изумительнейшую кладку, которая простояла века. Ну, про цоколь я молчу, да, это конечно, вообще, это выше моего понимания. Как можно вот так вот было уложить камни, потом это все дело, ну, как минимум 1000 лет уже здесь стоит, да, потому что в 12 век мы не верим. Ну, скорее всего, вот эти нижние ряды, вот эти цоколи, они, скорее всего, конечно, более древние. И нигде ничего не подразошлось, да, все вот так вот ровненько, хотя здесь мало ли что тут происходило. Тут были и наводнения, и землетрясения, чего тут только не было. Ну, землетрясения-то здесь откуда? Землетрясения тоже были за столетия, конечно, а как же. Землетрясения даже в Питере бывают. Ну, правда, не очень мощные, но... У нас же в Питере есть здание, которое во время землетрясения, ну, оно было лет 20 назад, оно покосилось, так и стоит, как Пизанская башня. Надо же. Да, так что, ну, все равно разрушений очень много, но тут на самом деле не очень понятен их характер. Мы потом увидим центральную башню этого комплекса, и вот как она разрушена, совершенно же город непонятно. целый, да? Это Ну, же... ну да, но мы же сейчас находимся всего лишь внутри вот этого комплекса, да, а на самом деле город-то он был огромный, то есть все, что окружает нас вокруг, это все был город. Ну, я говорю, здесь никаких особых раскопок еще не проводилось. То есть этот комплекс еще Должен очень мало быть огромный изучен. культурный слой внизу. Ну, конечно, да. Я говорю, тут даже до сих пор не определились с датировками, да, то есть сами официалы спорят друг с другом по поводу датировок. Чего уж говорить про нас, людей, которые ищут истину. Ну, вот, мы-то тут вообще ничего не Так, понимаем. опять куда-то мы ползем. Да нет, тут только надо пройти. Кстати, вот хочу посмотреть тебе следы от токарного резца. Ну, вот они, прям здесь прям четко чётко видны. Прям идеальные следы, да. И вот тут посмотри, вот это особо интересно. Это вот кто работает с камнем, тот сразу удивится. Посмотри, вот этот острый угол. У него фаска не снята, и у него, тем не менее, здесь никаких сколов нет. Вот как они, на какой скорости вращения это могло происходить? Вот так. То есть скорость вращения должна была быть фантастической. Ну и резец должен быть из какого-то сплава твердого. Просто обычное железо, которое было тогда 1000 лет назад, с помощью такого железа невозможно обработать было бы песчаник. Красотень. Ну вот, а сейчас нам придется пролезть еще разок. Еще по камням. разок? Да, чтобы посмотреть на это здание. Здание, которое выбивается вообще из этого комплекса, потому что, в принципе, все стены галереи, они построены из довольно-таки компактных блоков. Пусть они идеально все подогнаны, да, тут вообще невозможно придраться. Но блоки сами все компактные, в отличие вот от этого здания, к которому мы сейчас подошли. Оно собрано, опять же, у нас идеально. Вот можно на эту стену посмотреть. Идеальная кладка. Вот только размер блоков фантастический. А давай я сейчас вот залезу, мне просто интересно. Вот этот блок, он вообще... как далеко тянется. Вот он начинается где-то здесь. Здесь у него вот такой вот вырез. Ну, это не полигональная кладка, да, это, я думаю, все знают уже про Камбоджу. И дальше этот блок тянется, 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 тянется. Он еще не закончился. Тянется, Обалдеть. тянется. Тянется, тянется. И вот здесь заканчивается. Вот. Ого. Я не знаю, тут больше, чем 8 тонн, конечно. Просто давай измерим. Давай, конечно, Всё. это очень интересно. Итак, у Там нас просто блоки разошлись, и я, будет может быть, следственный эксперимент. смогу пролезть туда. Смогу пролезть туда. Я захватил с собой инструмент измерительного свойства. Я попробую. Нам просто надо глубину измерить, да? Вот получится или нет. Вот куда-то он упирается. Я просто не очень понимаю, он заканчивается там или нет. Если заканчивается, то глубина у него
примерно 40 сантиметров. Это не так много. Давай высоту измерим. Вот здесь он заканчивается. Здесь у нас высота будет 90 сантиметров. Ну и теперь самое интересное, да? Да. Длина. Сейчас столько корней. А мне надо зацепиться. Так, у меня закончилось. Закончилась рулетка? Да, ну сейчас. Сейчас. Что тут у нас? 130, 430 на 40 на 90. Давай сейчас я быстренько. Не, ну, наверное, он все-таки не такой уж. Просто я думал, что он глубже уходит. Он, может, и уходит глубже. Да, может, ты просто там уперся. Я, может быть, в него же и уперся, да, в его выступ. Может быть, там выступ. Ну, давай потом найдем что-нибудь более характерное. А сейчас этот посчитаем. 430 на 40 на 90. Ну, слушай, нет. Это не большой блок. 4 тонны, это на самом деле не такой большой блок. Но я говорю, вот в глубину непонятно. Ну, уже сам размер. 4 метра 30 сантиметров в длину. И вот учтите, вот, ну, он же не единственный такой, да, тут все здание построено из подобных блоков. Вот, и это все уложено идеально. И плюс это же еще полигональная кладка. А это же не просто прямоугольные блоки, Объясни, они все с пожалуйста, выемками. для наших зрителей. Ну, полигональная кладка, это как полигональная, то есть много углов, если перевести, да. То есть это не просто ровные блоки, как кирпичи лежат, а они имеют, допустим, трапециевидную форму, да, или имеют какие-то выемки. То есть это не просто вот такие вот ровные ряды блоков. Нет, они все имеют какие-то выемки, они все имеют много углов, скажем так. Ой, тут надо ходить аккуратно. Ползем. Попробую все заснять от добро, конечно. Как будто вы моими глазами смотрите. Ну тут аккуратно иди, потому что тут реально скользко. Еще листва это. Так. Вообще непонятно, как слезть. Ну, Как ты это сделал? Я не знаю, автоматически это делаю. Да. Вот ты ноги-то все-таки не засовывай куда-то там между блоками, не очень хорошо. Блин. Я не понимаю, как мне здесь сделать. Это я вот так попробую. О, глянь-ка ты. Так. Ну и вот смотри, говоришь, полигональная кладка. Здесь все это четко видно. Вот он выступ, Да. вот там, видишь, тоже блоки. Они все разных размеров. Да, и вот эти вот блоки, которые слегка трапециевидные, да, которые в центре А стены. зачем так делают это? А этого никто не знает. Это у них такая кладка была хитрая. Знаешь, если мы... Может, из-за этого так долго Нет, простояло все? Да, нет, полигональная кладка использована для того, чтобы здание держалось ровненько, да, чтобы оно не развалилось, потому что блоки друг за дружку держатся. А вот почему они использовали вот эти вот трапециевидные вставки, да, ну, очевидно, вот с такой же целью. Просто нам Вот, пока не смотрите, очень понятно видите? вся их схема строительства. Этим еще практически никто не занимался, к сожалению. Вот тоже интересно. Он мало того, что ниже уровня, чем соседи, он еще и неровной формы. Да, но они все разные. Тут одинаковых блоков нет в принципе. Смотрят на нас люди и удивляются. Опять какое-то препятствие. Вот тут какая красота. Вот он был весь заросший, весь просто был в корнях. Это сейчас сухо еще, а когда сезон дождей, тут, наверное, Ну, тут красотища. кардос. Ну, наверное, тогда и змеи. Ну, слушай, я говорю, я так редко вижу змей, что вот это вот... Ну, вот мне ребята, наоборот, сказали, что здесь очень много змей. Я не знаю. Типа Я будь. был здесь точно не меньше 100 раз. Я ни одной змеи здесь не видел. Видишь, кому-то
везет, а кому-то нет. Вот в Анкоре, да, постоянно вижу. А вот мы в Анкоре не видим. Так, буду влазить. Мы тут сидели, отдыхали, заряжали технику, потому что такая жара, и все очень быстро разряжается. И смотрите, что мы здесь нашли. Обратили просто внимание. Вот вам песчаник, да? Вот песчаник серый, ровненький. И вот этот вот вид материала с такими вкраплениями. Откуда он здесь оказался? И это точно часть чего-то, потому что, смотрите, там есть эти дырки наши любимые. Вот такая вот удивительная находка. Ну, а мне вот туда. Они там сверху. Леша. Да. И снова здравствуйте. Снова Возьмите, пожалуйста, Ну, микрофончик, пожалуйста, наденьте. Да. Древний. Вот. Нормально? Блин, он так упадет. Надо плотнее. Ай. Там китайцы какие-то. Да. Ну вот у нас здесь, да, все собрано из таких вот больших блоков. То есть вот этот блок где-то у нас 5 тонн весит. Примерно я его измерял, да. Ну и тут я находил блоки и 8 тонн. В общем, странное здание, оно выбивается из общего ряда. Очень странное здание. Здесь вот таких больших блоков в этом комплексе Бен-Мелея больше нет, поэтому, может быть, это здание и старше, чем сам комплекс. И вот тоже интересно, да, колонна. Она ведь не целиковая, она сборная. Она состоит из 2 частей. И вот здесь стык, который не видно фактически. Видно? Ну, видно, да, конечно. Кое-как видно, да. Вот, но на самом деле тут стык просто нулевой. Нулевой. И они все колонны такие. Да, вот здесь все. тоже. Все колонны вот такие, с нулевыми стыками. Такое все шатается. Да, вот если на ту стену посмотреть, там тоже видно, какие там гигантские блоки установлены. И все же это ровненько, потому что, ну, вот строители, когда приезжают, они вот первое, что говорят, да тут если в нижнем ряду чуть-чуть хотя бы ошибешься, там, не знаю, на полсантиметра, оно же все пойдет в кривь и в кось. Да, оно все пойдет в кривь и в кось, а они не ошибались. Все стены ровнейшие. Вот у нас здесь скол, да, вот тут вот отвалился кусок песчаника. Да, тут все гладенько, ровненько, идеально. Очень гладенько вообще, как да. можно было достигать такой точности вот на таких вот огромных блоках? На этот вопрос ответа нет. На этот вопрос ответа нет. И повторить это в наше время просто никто не смог бы, даже используя современную технику. Вот это черепица крыши, скажем так. Да, крыши-то у них тоже были каменные. Ну вот верхний блок, так сказать, венец крыши галереи, тоже весит где-то пару тонн. Ну вот видна крыша. То есть тут у нас ложная арка или консольная кладка, так называемая. То есть это не арочная конструкция. Так, ну что, давай. Через какой забор нам надо перелазить? Сейчас вот там забор развалился, потому что он как раз был из маленьких кубиков. Вот мы имеем здесь, по правую руку, мы имеем вот это здание из огромных блоков. Вот сними эту стену, это же просто вообще что-то нереальное. Здесь каждый раз вылазишь куда-то и как в отдельный портал попадаешь. Да. Сейчас я приближу, чтобы вы, ребята, поняли. Конечно, на камере все это так не передается. Вот потрясающая совершенно ровная стена. Ну, конечно, там уже кое-где что-то разошлось. Друзья, больше 1000 лет в этом ужасном климате с кучей может и больше. Может и больше. Посмотри на этого нага, вон у него там зубки. Упс, можно даже забраться. Вон какие маленькие зубки сделаны. Да, и тут вот такие вот тоже высверленные отверстия. В общем, интересно. И здесь мы видим сюжет. У нас наг вырастает из мокоры. А вот этот сюжет у нас, в принципе, встречается где-то начиная с конца 9 и очень активно в 10 веке мы его видим. А вот в 12 веке я что-то не припомню такого сюжета, чтобы наг выползал из мокоры. Поэтому, конечно, датировать вот это здание 12 веком, ну, это такая натяжка невероятная. Просто историки что делают? Они подгоняют под уже оформленную версию все факты, все артефакты. Больше ничем они не занимаются, вот к сожалению. мокора я приблизила. Вот она, мокора, да, она, наверное, мокора, чудовище, да. Вот Он такой милый, да. это чудовище. Ну вот. Тут, кстати,
интересный торец Класс. блока. Вон, посмотри, какой торец блока тоже. А какие цветочки красивые. Кто про что? Да, вот этот блок я бы измерил. Вот Ого. он какой-то совсем гигантский, но я не подлезу туда, Да, чтобы его как ты измерить. хочешь это делать? Потрясающий блок. Это вообще что-то невероятное. Не, ну и надо будет потом как-нибудь. Ладно, не будем сейчас. У нас столько сегодня еще планов. Прям по барельефу прошелся. Яй-яй. Ужас какой. Ну, тут надо было выбирать, жизнь или барельеф. Вот мы сейчас по цоколю стены идем, посмотри. Ну, плиты, конечно, не такие большие, хотя черт его знает, как далеко они вниз уходят. Но посмотри, какая кладочка. Они все ровненькие, нигде ничего не разошлось. А здесь смотри даже, как интересно. У них то ли что-то пошло не так, то ли это так задумано. Они сделали вставочку. Вот, смотри, вставочку. И здесь тоже нету никакого зазора. То есть то, что вы видите, это не зазор, это эрозия по краям, да. Вот откалывается слегка песчаник за столетия. Ну, а на самом деле зазора, конечно, никакого нет. И его нет нигде в Камбодже. Вот что самое. Ну, я имею в виду в таких древних постройках. А здесь вот эта стена, почему мы здесь видим зазоры, скорее всего, это корни деревьев поработали. Ну, да, это корни деревьев. И вниз туда уходит еще. Ну, уходит вниз на неизвестную глубину. Я думаю, что не менее 1,5 метра точно. Ну, если у нас в Анкор-Вате 1,70 м засып, то здесь может быть еще больше. Как упала стена, интересно. Ну, она упала, потому что она из маленьких вообще кубиков собрана. Это вот этот самый забор, Да, да? то есть вот мы имеем там мегалитическое здание, а здесь мы имеем забор из маленьких кубиков. Из остаточков. А мне кажется, просто в разное время В разное это время построено. 100%, Да. конечно. Ну, какая палка классная. О, бери с собой. Смотри, как брахман буду ходить. Слушай, она прям как волшебная какая-то. Там бы теперь здесь Куда она вылезти. здесь взялась? Она же отрезанная. Я думаю, тебе, наверное, камеру лучше выключить, потому что тут спускаться очень экзотично. У нас по традиции теперь будет в каждом видео чуть-чуть коровки. В прошлом видео был бычок, а в этом узкая корова. Он хочет тебя ободнуть, а ему нечем. Пошли в храм. Смотрите-ка. Прям пошли по храмам. Да. Культурные какие коровки. Ну прям красота. Идите. Место поставил. Ну, мы сейчас находимся в самом центре этого комплекса, и вот здесь мы видим руины центральной башни. Вот как и что могло разрушить эту башню, которая собрана, в общем-то, из гигантских блоков частично, да, то есть тут прям блоки опять те же 4-5 тонн как минимум. И вот что-то разрушило эту башню, потому что посмотрите вокруг, эти стены, собранные из гораздо меньших блоков, стоят нетронутые. Это не реставрация. Нет, тут не было никакой реставрации, в принципе, вообще в этом комплексе. То есть все стены, которые эту башню окружают, они не тронуты. А башня сама вот просто Очень сплошные интересно. руины. Пойдем. Опять Конечно, же, красивые деревья такие. Я представляю, как они в сезон дождей здесь. да, тут в сезон дождей, конечно, гораздо Надо будет приехать красивее. и заснять в сезон дождей. Я вообще агитирую всех ехать в сезон дождей, потому что это мое любимое время. Дожди никому не мешают при этом. Ну вот опять замки вот эти на внутренних гранях блоков, да, часто люди спрашивают, вот тут их сколько угодно, самых разных. Ну и песчаник, да, он не самый легкий камень в обработке. Все говорят, ну он же мягче гранита. Во-первых, он не мягче гранита, да. Некоторые сорта гранита более мягкие, чем некоторые сорта песчаника. Ну, у этого песчаника, у голубого, у него, наверное, где-то 6 по шкале МОСа. У него в чем сложность-то, да, у песчаника? Он очень легко колется, и поэтому я совершенно не представляю, как они делали эти 3D-барельефы.
Это совершенно нереальная история. Мгм. Потому что камень настолько капризный, что... При этом добыча его возможная и быстрая. Да, добывать его несложно, потому Он что... очень легко откалывается колется. на каменоломнях, Да, это да. видно прекрасно. И Да. здесь любая ошибка должна была приводить... К замене блока. Да, К замене блока. А мы уже видим, что барельефы, они переходят с камня на камень, что То есть значит, они что делали они делались здесь, по уже... месту, да. когда камень уже был установлен. Вот. И... ну вот, посмотрите. То Ну есть да, вот как как пример. Ну здесь, конечно, блоки небольшие, но Ну, мы на всё равно больших видим то же видно, самое. да, что Он сдвинулся здесь немножко, ну вот здесь вот не сдвинулся, да, то есть мы видим, что... это не на блоках сделали и поставили, а Да, а здесь что по это месту. делалось по месту, да. Да, действительно, почти все туристы японцы. Вот какое-то излюбленное место именно. Да, японцы очень любят этот комплекс, это прям, наверное, Ни их одного любимый. русскоговорящего мы пока не встретили, а японцев прям уже много встретили. Балясины здесь тоже, конечно, мы еще на них не обращали внимания, да, но эти поменьше, а вот тут вот прям огромные толстые балясины. И опять все идеально. Да, опять вот эти вот странные пропилы где-то изнутри. Ну, я как человек, имеющий образование токаря, скажу вам, что это прям очень сложная работа. Если бы из дерева ее делали, да, это была бы сложная работа, но это не дерево, это песчаник. Вот так, который легко колется, напоминаю. Ага. Работничек. Так, ну здесь уже много людей Это мы уже собралось. как нормальные люди ходим. Да, вот эти мостки специальные для туристов. Ну, естественно, что все самое интересное, оно за пределами этих мостков. Вот как красиво дерево выросло тоже. Ребята, на камере это даже 20% не передает восхищение то, что вы видите вживую. Смотрите, какое дерево. Это где мы лазили? Вот здание, где мы только что были, Ага. мегалитическое. Мне там очень нравится блок, который там наверху лежит. Да. Он превосходит по размеру все блоки, которые мы здесь видим. И он наверху при этом. Это прям у них мания какая-то была. Наверх затаскивать самые большие блоки. Как будто бы они что-то пытались кому-то доказать этим. Мерились. Вот еще одно здание, да. То есть тут у нас два здания с южной стороны. Но оно массивнее, чем то, в котором мы были. Но блоки здесь несколько меньше все-таки по размеру. То есть вот то здание, где мы были, оно сильно выбивается из общего ряда. Ну и вот подумайте, для чего все это могло быть построено. Да, вот мне очень интересно. Для того, чтобы прийти и помолиться богам? Да нет, Ну, это конечно же нет. больше на какой-то завод похоже. Да, причем, что еще говорят археологи? Говорят, что возможно, что внутри была вода. Очень многое на это указывает, что внутреннее пространство было заполнено водой. Ну, тут я ничего не могу сказать. Ну, есть такая версия, окей. Как бы она интересная. Я в шоке, просто, честно. Но это еще не самое интересное место в Камбодже, да, вот в Коке, в Коке мы древней поедем. Лингапуре, да, вот там просто сумасшествие. Да, просто далеко ехать, Ну да, больше 100 соберемся. километров туда мы ехать. поедем. Алексей, канал «Мир на блюдечке». Куда ты меня приволок на сей раз? На пирамиду. На пирамиду. Пирамида считается доисторической. То есть, когда она была построена, кем построена, этого никто не знает. То есть, тут уже официалы откровенно говорят, что мы не знаем. Но мы там видим стену. Поворачиваю. Мы там видим стену из латерита с гапурами из песчаника. Это, конечно, более поздняя пристройка. И пирамида, судя по всему, не раскопана, потому что вот мы видим
ее ступень уходит вниз. Ну и по опыту, да, так как Основание, да, должно быть? по опыту, да, по опыту тут еще как минимум одна есть ступень, которая куда-то вниз уходит. Но в этом, опять же, ничего удивительного нет, да, в Камбодже мы с этим сталкиваемся регулярно. Поэтому тут никакой мистики, все как обычно. Давай вот туда пройдем прямо к верхушке этой пирамиды. То есть фактически мы сейчас видим верхушку пирамиды. Угу. А все остальное находится, судя по всему, под землей. Интересно еще что. У нас в Анкоре тоже есть подобная пирамида, которая тоже находится на углу Барая. То есть сейчас мы находимся на углу водоема. Вот там у нас водоем. Там, Да, я видела, мы ехали там когда. даже вода еще есть. Там Как вода ни есть. странно, несмотря на сухой сезон. Вот, и здесь на углу прямо находится пирамида. В Анкоре на углу бывшего восточного Барая, который, как говорят, пересох еще в XI веке, тоже есть пирамида из латерита. То есть это какая-то часть водной инфраструктуры. То есть что они делали с этой водой древние, мы не знаем. Но вот какие-то такие вот объекты мы находим постоянно. То есть у нас обязательно, да, объект есть в центре Барая. И вот мы видим вот эти странные пирамиды на углах. Ну, непонятно. Тут уже инженеры приглашаются в чат. Да, пожалуйста, со своими ребята. версиями. Версии все приветствуются. Потому Мы что, любим версии обсуждать. Пишите. да, потому что, может быть, у кого-то действительно будет какая-то интересная идея относительно всего этого безобразия. Да, то есть вот тут четко мы видим в более позднее время выстроенную стену из латерита. И вот эти гапуры из песчаника, которые, ну, по стилю можно отнести как раз к какому-нибудь 12 веку. Угу. Вот стандартный вид имеют блоки, да. То, что у нас обычно относят к 12 веку. Ну, на самом деле мы, конечно, не знаем. Давай поднимемся на эту изумительную пирамиду. Ну, у нас есть такой Пхимианакос. Пимианакос у нас, да, он тоже из латерита построен. Да, там тоже он не до конца, кстати, раскопан. Там тоже вниз еще он уходит несколько. И знаешь, у меня есть еще вот такая вот идея интересная. Дело в том, что у нас ведь большинство объектов, они построены из латерита, как тот же самый Анкор-Ват. Да, он же выстроен из латерита и облицован песчаником. И я, глядя вот на эти латеритные пирамиды, всегда думаю, а не заготовка ли это? А не планировалось ли дальше облицевать ее песчаником? Точно так же, как пирамида смерти в Коке. Она тоже внутри имеет латеритное ядро, а сверху облицована уже плитами с песчаника. Ну, тут я не знаю, тут уже мои догадки исключительно. А Такео. А пирамида Такео тоже же внутри имеет ядро из латерита. Из Конечно. латерита, да? Да. Ну, это стандарт для Камбоджи. Ядро из латерита, облицовка из песчаника. Ну, во-первых, латерит более легкий камень, да. Поэтому его хорошо использовать в качестве Так. ядра, а песчаник все-таки опять достаточно ползем. тяжелый. Фу, мух сколько, очень много мух. Чекай, побольше сделаю. Как интересно здесь. Здесь, смотри, ну, люди оставляют деньги духом, а какие-то то ли муравьи, то ли кто Кто-то съел. просто съели эту сотку. Или духи. Ну вот, Ой, здесь как интересно. у нас вот такой вот провал, про который археологи ничего сказать не могут. Они просто фиксируют его наличие, но как он образовался, почему, то есть, ну, масса могло быть причин, да, то есть там, я не знаю, грабители могли что-то искать в ядре этой пирамиды внутри, потому что наверняка здесь есть шахта, как в большинстве построек в Камбодже, особенно пирамидального свойства. В этой шахте вполне могло быть золото-бриллианты, да, поэтому, может быть, это просто были грабители. Может, эти пирамиды сейфы? Ну, да, почему нет, почему нет. Фу, мух очень много. Да, Они сегодня жрут. какой-то мушиный день. И вот смотри теперь туда, вперед, и там Так, опять подождите, гигантская пожалуйста. платформа. Вот, гигантская каменная платформа. И вот от пирамиды у нас идут мостки из плит песчаника. То есть, опять же, засыв большой, да, то есть это прям крестообразная платформа. Ну, там, не знаю, 1-1,5 метра как минимум вниз еще надо копать, чтобы докопаться до основания. И вот по этой дорожке мы попадаем опять на гигантскую платформу. Мы сейчас находимся с противоположной стороны от той платформы, которую мы только что посещали.
Вот. И на этой стороне у нас платформа тоже есть. Только та платформа расположена была по центру, а вот это со смещением на юг. Вот зачем были нужны эти огромные платформы, тоже большой вопрос. Как и пирамиды. Ну, как и пирамиды тоже. То есть вот считать, что все это строилось для поклонения богам, конечно, можно, но... Да людей не хватит столько. Ну, конечно, не хватит людей. Во-первых, не хватит людей, безусловно. Во-вторых, ну, откуда у них эти технологии-то? И потом, знаешь, нам же еще и рассказывают, что вот они от кирпича переходят к мегалитам. Ну, друзья, ну, держите себя в руках. Где вы такое видели в мировой истории? То есть из кирпича же строить гораздо удобнее, ну, согласись. Ну, как бы человек вообще склонен не усложнять, Да. а облегчать себе Да, задачу. Да. А тут прям вот, а давайте мы теперь начнем строить из мегалитов. И еще будем делать неровные блоки. Да, и С блоки замками. будем делать с замками, да, и все они разные. Это прям чудеса. Это нам что-то хорошо живется. Ну, плиты тоже, конечно, не маленькие. Вот тут мы можем увидеть толщину этой плиты, да. Ой, Они довольно толстые. что тоже эти интересно, плиты. когда такое вытащили? Тоже искали что-нибудь? Ну, тут отломился кусок просто. А куда он делся? Внизу, наверное, валяется. Ну, тут везде дырки. И вот мы уперлись в платформу. Лев. Лев. Синха. Причем лев у нас с хвостом, что говорит о том, что это лев, ну, он может быть 10 века, 11 века, но никак не 12. Да, в 12 веке хвостики были предположительно драгоценные. Ну, вставные Поэтому там их все... такие. Ну, Да, скорее мы всего, я вытащили. не знаю, они из бронзы могли быть там, я не знаю. Ну, в общем, вставные. Они точно были вставные. И все львы 12 века и позже, они все бесхвостые уже давно. И здесь опять мы видим, так же, как и там, приподнятость. То есть вот мы зашли на платформу, и вот второй уровень этой платформы. Опять какая-то пирамидальная конструкция. Вот все тянуло их на эти пирамиды. И ходим мы сейчас, конечно, по камням. Да? То есть это вот земля вся находится на покрытии из камней, из каменных плит. Вот тут тоже шикарный лев, которому кто-то Да. морду отрубил. Ой, какой красавчик! Кто тебе морду отпилил? А яйца оставил, причем, посмотри. Ну как, не отпилила, она просто Отвалилась, думаешь? отвалилась, да. Не, могли отрубить, но не Ну да, отпилили. как-то Тут ровненько. неровная поверхность. Так, я теперь спущусь. Здесь я, кстати, сову видел. Тут много всяких диких животных. Ну, здесь прям лес. Да, тут уже прям дикость полная. То есть там уже люди не живут. Да, мы сейчас ехали по Королевской дороге. Чтобы сюда попасть, да, мы ехали по Королевской дороге, которая ведет Приакан Кампон-Свай. И вот если туда дальше поехать, там, ну, там никого почти нет. И давай посмотрим на водоем. Тут у них очень интересные есть какие-то приспособления для ловли рыбы. Мы когда последний раз здесь были, Это как фантастическое кино какое-то выглядит. Вот. Осторожно, змеи там слушай, могут тут быть. по листве, что ли, прям ходить? Давай Давай не обойдем. будем. Там какая-нибудь змея. Они же могут там спать. Вот здесь у нас ступени идут из латерита, заметь. Да, то есть прям спуск хорошо так облицован. А здесь у них очень интересные приспособления для ловли рыбы. Сейчас подожди, просто очень скользкая листва. Как оно работает, я не знаю, но мы спросили у местного охранника. Он нам сказал, что это нужно для ловли рыбы. Вот они везде тут стоят, эти ловушки.
Ну, выглядит все, конечно, шикарно, да, такой мертвый лес. Мертвый вообще абсолютно. Да, Прям декорация кино какому-нибудь, апокалипсис. да. Не, ну Камбоджа хорошая кулиса. Сюда, по идее, надо ездить, фильмы снимать на самые разные темы. Потому что, Ребята, это просто, я не знаю, камера как это все передает, но здесь ощущение такое, что вымерла вся планета, и вот остался вот этот вот оазис, и ты единственный выживший на Земле. Вот причем- это ловушка? Да. Причем наш водитель, Кхмер, он не знал, что это такое. Вот мы Это пошли. ловушка для рыбы? Да. Странная какая-то приспособа. Ну, я не знаю, как она работает, но это для рыбы. Она работает как ловушка для крысы. Ну да, похоже на то, но это для рыбы. По крайней мере, Может нам быть, местный охранник какой-нибудь- сказал, что это для рыбы. Он не знал, как называется животное другое, Не, которое ну там он должно по-кхмерски, мы по-кхмерски А. его спрашиваем. быть. Вон еще одна. Да их тут много, да. Не знаю, каким образом они ловят там рыбу, ну вот. Шкафы какие-то. И вон еще. Ну вот Камбоджа такая страна, да, в каждой деревне какие-то свои приколы. Действительно так. Ой, ну, Да, взять на надо это купить деньги. и дрон, и лидар, Да. и байк, и камеру, и штатив хороший. Да. Столько дел, столько дел. Так, сейчас я вам покажу. Там красивые виды открываются. Смотрите, какие Вот блоки такая вот. красивые, резные. Ну, сложно понять, конечно, почему причал, если это причал, почему он так далеко находится от водоема. Ну, да. может, вода была ближе тогда? Да не похоже, там Там ступени лесенки мы, есть, мы да. видели. Может быть, вот именно здесь проходил какой-то канал, потому что мы здесь видим некое углубление. Может быть, вот здесь проходил канал, потому что вот здесь был спуск, вот тут был спуск, как будто бы к воде. Но я говорю, тут только гадать можно. Это нужно проводить масштабные раскопки, чтобы что-то понять вообще в этой конструкции. Но масштабных раскопок в Камбодже не проводятся, к сожалению, они все очень точечные. А хотелось бы, конечно, да. Хотелось бы уже узнать, что это и зачем. Вот тут видны все эти ступени. Ну и видно, что нижняя ступень еще очень глубоко уходит под землю. Да-да. Не знаю уж насколько. Жалко, что нельзя взять лопату и вот самому вот вдоль стены пройти. Да? Ну, а что нельзя-то? Ну, это запрещено законом. Вот в этом случае я даже не собираюсь закон нарушать. Хоть где-то. А так, да, интересно было бы просто вот вниз прокопать. До какого уровня. Ой, мне это очень установить. интересно. Я бы тоже с лопатой пришла бы. Ну, нет, лучше, да, этого Ой, не делать. кто это? Это все-таки... А, это лапка, да? Что там? А, ну да, лапа Да, льва. А понятно. льва кто-то украл, скорее всего. Лапка льва. Льва кто-то украл и увез. И он сейчас где-нибудь стоит во дворе. Ну, она гигантская, послушай. Она, Мы идем, она идем, гигантская, да. Она больше, чем та, на которой мы были только что. и она не заканчивается вообще. Да. Просто масштабы представить себе. Ну и 100% было ниже. Ну, тут Всё прям ниже. видно, что 2 метра это минимум. Минимум. Угу. А сколько на самом деле, черт его знает. Но опять же, в этом ничего удивительного нет, да, то, что мы вот сейчас так легко предполагаем, 2 метра минимум, ничего в этом удивительного нет, потому что при раскопках всегда оказывается, да, что все эти здания в Камбодже, они все очень так хорошо засыпаны. Вот она идет ступень, да, и мне кажется, что мы сейчас идем по еще одной ступени. Да, Ну, похоже. Ну, похоже, по всем признакам. А там да. в лес туда никто не ходил? Слушай, я туда не пойду, там мины везде. Здесь же очень сильно заминированная местность. Класс вообще. Нет, тут если не стоит знак, то лучше не ходить. Если стоит знак, что разминировано, можно с особой осторожностью туда попытаться пройти. Вот здесь, я не знаю, разминировали Да или ну нет. такая листва-то даже... Думаю, что нет, поэтому лучше не ходить в видишь. такие места. Как бы не хотелось, но
Я, конечно, хожу все равно, но никому не советую повторять. Вот еще один признак, да, смотри. Если учесть, что дамбы у нас приподнятые, а здесь у нас дамба на одном уровне находится с пирамидой, да, то можно сразу уже мысленно убирать несколько метров вниз, да, и понимать, что пирамида, да, она, возможно, доходила до дамбы, а, что еще более вероятно, так как дороги у нас уже по официальной версии археологов были построены позже, чем, скажем, водная инфраструктура, то мы вполне можем предположить, что эта пирамида и дальше туда уходит, а дорога поверх была насыпана. Мы знаем такой пример в Анкоре, пирамида Акьюм, да, которая полностью погребена под дамбой. Поэтому, ну, ориентироваться на дамбу смысла особого нет. Мы не знаем, какой высоты эта пирамида, какого размера. И я не нашел никаких фотографий, я имею в виду с лидаром, да, вот именно этой местности, к сожалению. Может, они и есть, но я не нашел. И их сложно искать. Место. Нет же такого одного ресурса, где собраны все эти снимки. Да, да, к сожалению. Сейчас, благо, хотя бы есть GPT, который нам выдает ссылки какие-то. Он выдает, да, но не все, к сожалению. Но не все, иногда он выдает что-то странное. Иногда, да, он какие-то битые ссылки выдает, да. А вон еще один лев. Да. Да, масштабы, конечно, ребята вообще не стеснялись. В том-то и дело, что это все не вписывается, вот этот официальный нарратив никак не вписывается. То есть они нам никак не объясняют, ни где эти рабочие жили, да, ни кто им платил за эту работу. А тут, ну, допустим, чтобы собрать эту пирамиду, это сколько людей? Это должны с каменоломен латерит вести, да, здесь собирать вот это все гигантское. А рис кто выращивал в это время? Ну да, ну, и вот, опять же каналы. И одно обслуживание этих каналов чего? Обслуживание, да, помимо того, что они были вырыты, вот эти водоемы, каналы, да, так еще действительно, еще же их надо постоянно обслуживать. Конечно, сейчас посмотри на любую речку, любой сезон дождей, и все забило всякими деревяхами, это все надо чистить, это все прочищается руками. Людей должно было быть очень много. Либо мы ничего не знаем о средневековье, либо все это происходило гораздо раньше, а в средневековье люди это обживали как могли. Но могли-то тоже неплохо, потому что, вот скажем, если этот забор действительно возвели в 12 веке, но забор-то тоже безупречен, он же тоже без всякого раствора. Я уверен, что и зазоров там не было, сейчас они есть за счет эрозии, да, понятное дело. Может быть, там их и зазоров тоже никаких нет, скорее всего. То есть и все равно были у них какие-то непонятные нам технологии. Все равно мы не можем так строить, как строили они. Слишком сложно для нас это все, слишком сложно. Мы тут же все упростим, да, если нам дадут задачу построить вот это, мы возьмем из кирпича все зафигачим, или из бетона зальем, я не знаю, да. А они вот, ну, иногда нам скажут, так они же были отсталые, у них бетона не было, вот они с камнем и мучились. Ну, так себе аргумент. Мучиться можно с камнями, не знаю, весом 50-100 килограмм. Зачем же брать 5-тонные это блоки? Какой в этом смысл? Смысла никакого нет. Ну, в общем... Да, еще одна загадочка. Ну, смотреть здесь очень интересно, ребят. Очень. Друзья мои, техника не выдерживает, а мы выдерживаем. Сел телефон на прошлой локации, а мы тем временем приехали уже к новой локации. И это у нас что? Это у нас каменоломня. Спрашивали. Одна из древних каменоломен. На самом деле они здесь только начинаются. То есть мы сейчас подъехали от комплекса Бен-Мелея буквально 5 минут, не больше. Да, очень близко. И здесь у нас первая из доступных каменоломен. На самом деле сколько каменоломен мы не знаем, но они располагаются на огромной территории. Вот, в общем-то, в ту сторону, да, там идут одни сплошные каменоломни. Ну, давайте показывать буду. Да, но это самая известная каменоломня из всех. Я сразу вижу срез. Ну вот по таким обломкам мы можем понять, что блоки обрабатывались непосредственно на месте добычи, да, потому что это четкий срез. Ну, таких обломков здесь можно найти. Да, то есть блоки формировались на месте добычи, потом их везли на место стройки, но внешние грани обрабатывались на месте стройки. То есть вот такая сложная система у них была.
Ну, в общем-то, оно и понятно, потому что у них же такие очень четкие грани, да, под углом 45 градусов были у этих блоков, и при перевозке неизбежно могли бы возникнуть сколы и так далее. Поэтому технологически это все объяснимо, да, почему они внешние грани блоков не обрабатывали. Ну, а здесь вот мы видим следы добычи. Следы добычи, кстати, они тоже не такие, как мы видим сейчас на каменоломнях. Здесь мы видим вот такие вот, как будто бы оставленные какой-то гребенкой следы. Они идут всегда, как правило, по диагонали. Ну, я не знаю, честно говоря. Да, таких следов вы можете найти даже на самих храмах. И на блоках они, да, на блоках Вообще они вот видны, эти вырезался следы. блок, да, из породы. Ну, вы видишь, плато. блок крохотный. Да, это То есть маленький вот блок. эта каменоломня, скорее всего, ну, возможно, да, она использовалась в более позднее время. То есть это, скажем, не каменоломня 10 века, 11, а если мы отталкиваемся от официальной хронологии, то уже скорее 13. То есть времени упадка, потому что, ну, я здесь не вижу следов добычи больших блоков, потому что ступени, они небольшие. Потому что я видел каменоломни, где ступени 60-70 сантиметров, да, а здесь, ну, сколько? 20-30, наверное, да, не больше. А в современных каменоломнях следы добычи выглядят по-другому. Вот у меня есть последние мои видео на канале, они как раз каменоломням посвящены. Вот можете посмотреть там. Я и современную каменоломню снял, ну и несколько древних. Здесь вот у нас сплошь вот эта непонятная гребенка. Да. Под углом. А вот здесь не вырезанный блок, здесь по-другому выглядит. И я вот, честно говоря, не очень понимаю тоже. Вот. Выбрано очень много материала. Да, тут прям несколько сантиметров материала выбрано. А здесь никакой гребенки нет. Вот там Почему-то. внутри. Да, внутри нет. Ну-ка, Да. дайте То есть мне. это в другое время, очевидно, по другой Да, технологии. вообще нету. Вот, то Здесь есть гребеночка. каменоломня использовалась, очевидно, в разное время разными людьми. А вот местный, он все знает. Местные, как правило, вообще ничего не знают. Местные здесь живут не видел, так как давно. его прадед. Да. Мне вот тоже часто пишут люди, а вы спросите у местных. Вот, друзья, вот эта местность, ее заселили буквально в 21 веке. Ага. То есть тут нет никаких аборигенов. Давай туда дальше пройдем, потому что она на самом деле не такая уж и маленькая, она еще тянется туда дальше. Ну, в общем, я так скажу, те каменоломни, которые я снимал вот там вот дальше на плато, они выглядят гораздо более впечатляюще. То есть там прям... Все равно интересно. И там валяются блоки, просто невывезенные блоки, куча блоков. То есть я видела на Кулене каменоломне, но там вот так вот не вырезают их маленькими блоками. Там мне показалось, что там огромные глыбы их отваливали и уже резали на куски. Ну, может быть, мы вообще мало чего можем об этом сказать. Потому что все, что мы видим, это какие-то следы и все. Здесь, кстати, вода, здесь река течет во влажный сезон, да, тут только в сухой сезон можно гулять. А вот это раскопки, которые были произведены вот буквально недавно. Ну, несколько месяцев назад, то есть совсем свежие. А, кстати, о птичках, вот же блок лежит, скорее всего. Очень похоже, что это блок. Ну, окей. А может это следы выборки. Здесь вот как раз весь строительный мусор они складировали. Собственно, зачем они тут раскопали-то, да? Здесь строительный мусор. То есть вот это вот нижний слой, вот он тянется, да? Это все строительный мусор. То есть это как раз обрезки от блоков. Вот наверху, пожалуйста, да, это все обрезки от блоков. Это вот самые-самые свежие раскопки. То, что оставалось у них после добычи. Ну, тут, не знаю, надо специалистов по камню приглашать, да? А здесь вот, пожалуйста, вот она глина. И вот тут мы можем посмотреть, из чего она состоит. Ну-ка. Вот она состоит из глины. Это вот просто мелкодисперсная глина. И там нет ничего. Ну, за исключением корешков, которые пробили себе дорогу, да? А так там нет ничего. Вы ни камушка не найдете, ни тем более ракушки. Да, вот когда люди говорят, что вот там, дескать, это из-за потопа глина. Но если бы она была из-за потопа, наверное, там были бы какие-то другие еще включения. Ну, те же самые ракушки и камушки. Но здесь вы сколько ни ройте, вы вот кроме вот этих корешков проросших, ничего там никогда не найдете. Я уже много раз рыл и ничего не находил. Вот так.
Вот тоже интересно, смотри, характерный след. Вот они идут. Вот эта гребенка, да. Мало того, что под углом, она еще здесь вот так загибается, и вот здесь она заканчивается. И тут вот можно увидеть след, чем она заканчивается. То есть такое ощущение, что это как будто какое-то гибкое сверло, я не знаю, сюда зашло и здесь остановилось. Вот опять, да, вот такие дырочки интересные. Не знаю, а вот этот уже, собственно, не выбранный песчаник, да? Да, очень интересно. Вот непонятно, что же это за инструмент такой. Но видно, что ручная. Ну, понятно, что ручная, но вот То что есть за не инструмент? машины. Ну почему? Это может быть и машина. Может, Почему но нет? они все разные. Машина, которую человек обслуживает руками. Ну, может, да. Друзья мои, купить билет в комплекс Бенк Мелея можно вот здесь, за нашими спинами, касса. Эта касса чуть-чуть перед самим комплексом. Если отдельно билет только сюда, 10 баксов стоит. Или если у вас есть билет в Анкор-Ват, вы предъявляете просто его. Тот, напомню, 37 стоит долларов. За один день. За один день, да. Леш, Да. спасибо большое. Да не за что. Было классно? Да не за Классно. Ребят, пишите, что было классно. Мы еще тогда поедем. И еще вам что. наснимаем. Еще дальше поедем. Да, есть планы. Есть Оставайтесь такие с нами, подписывайтесь обязательно на мой канал, на канал Алексея «Мир на блюдечке». У него там много всего интересного. Всех любим. планы. Приезжайте к нам, вот Да. самое главное, чтобы увидеть все это своими глазами. С нами. Ну, со мной или с Лешей отдельно. Да. Все, пока-пока. Всем пока.